Всем привет, вы на канале Team Spirit, и сегодня у нас будет гайд на мид от меня. Для меня роль мидера, наверное, это какой-то начальный прежер. Активная игра, меньше фарма, больше игра с саппортами, давление оказывать на врагов. В целом это может варьироваться, конечно, от геймплея каждого игрока другого, то, как строится команда в целом. Если говорить чисто про паб, то в целом не обязательно выполнять функции какого-то там спейсера, бегать куда-то, рашить себя, если ты играешь в ММе. Больше уже от распределения ролей в команде, как происходит. Чем отличается роль мидера от керри, я думаю, в целом в геймплее. Если чисто в вакууме говорить про какую-то такую концептуальную доту, то керри это всегда фармер, который много фармит, ломает трон врагам, убивает врагов. Где мидер это больше спейсер, который бегает и создает начальный прежер. Темп игры задает, я думаю, еще. Очень важно это. В целом, для начала, наверное, надо понять, какой у тебя тип игрока. Я думаю, типаж твоего геймплея, что ты хочешь. Если ты хочешь АФК бить крипов, надо выбирать героев, которые быстро пушат линии и слэш-фармят, наверное, на линии. Если ты хочешь фармить лес, тебе леньки это делать, чисто крипов побить, то играешь на условных, как это раньше всегда было, всякие ланаи, там SF, maybe, такие более фарм-герои, может быть где-то Лина физовая, да. В целом у тебя, наверное, должно быть более обширный пул, даже для ММа, в целом, чтобы ты мог сыграть и на что-то не жадном, и на жадном, где-то прикрыть. Всегда это у меня происходит так, что выходит патч, и т.д. ты просто делаешь пул героев, на котором ты хочешь играть по тестить, и на нем играешь. Либо у тебя есть какие-то твои сигны, на которых ты всегда играл, в целом любую мету их можешь брать. Нашел для себя что-то, что тебе комфортно, ты можешь пикать это и вслепую, можешь пикать и на ласт пик. Есть универсальные герои по типу, не знаю, там, Шторма, Снайпера, может где-то Лина, Фурион, Хускар, которых ты можешь, брать вслепую в целом, да, не обязательно ласт пик. И в целом почти всегда хорошо линию поставить, либо уйти лес фармить. Ну и условно там Ланая тоже можешь ходить в этот пул. То, как держать линию, в целом стоять, это уже зависит, как идет первые пачки. Если ты играешь на каких-то героях, которые имеют нюки, в целом всегда контролишь нюк на ренджа зачастую, чтобы добить ренджа, засекьюрить его. И этим самым ты можешь где-то и впушить линию, да, но это не так уж плохо, где-то ты можешь под тавером, где-то поднять крипов, подъебать. Если ты стоишь на какого-то, на рендже, в какого-то там, не знаю, милишника, там, не знаю, Штормлина, всегда тыкаешь ренджа, когда приходишь на линию зачастую. Или если чел идет на тебя, ты пытаешься тыкать его. Желательно такого не делать, чтобы на тебя не агрились крипы и не били тебя. Если ты приходишь, если еще хорошо поставил линию, в некоторых матчапах это важно, постопить получше. Пришел на шторме каком-то, тыкаешь ренджа, милишник тыкает милишника, и ты делаешь так, что из двух крипов добиваешь на фри, и уже как бы у врага, если это какой-то герой, который не пушит линию, не имеет нюка, то на врага идут крипы, и ты под крипами его начинаешь тыкать. И секьюришь всех крипов. Особо сложно там подъебать. Если у него получится, это, конечно, плохо, но в целом ты запушил у него линию, и дальше по тарам где-то там его начинаешь чуть где-то динать и подъебывать. И, всегда надо еще, ты там завел вышку по таверу, идет на экс-пачку, тебе надо сразу ее блочить. Следующее. И ты попытался там задонать ренджа или милишника. Некоторых крипов желательно не давать врагу как бы КС лишний. То есть, если не можешь задонать, то лучше не трогай. То есть, отдай ему и все. Не давай ему фри КС. Все, и идешь дальше блочить линию. Тут опять же какой-то тип игрока, есть игроки, которые больше агрессивно играют, постоянно бьют врага, тыкают, пушат линию. В целом не обязательно ее прям держать, ты можешь постоянно во врага пушить линию, ебать его. Если ты играешь на каком-то МК Хускаре, просто стоишь, и если он подходит к крипам, начинаешь его бить, набиваешь пассивку, либо там на Хускаре просто тыкаешь его с автоатаки, в целом там линию легко держать, там ничего не надо. Просто не автоатачишь крипов, и все. Ты не бьешь крипов, если чел подходит, ты бьешь его. Логика проста тоже. Например, если ты там стоишь на героя по типу милишник на милишника, зачастую у тебя вард мид, по крайней мере, я редко когда ставлю. Просто, не знаю, не ставишь его, просто пофиг на вижен. Если стоишь где-то на каком-то, не знаю, Лина, может, Хускар, ты можешь поставить даже вард, чтобы видеть просто ХГ врага и даже бить его с автоатаки. Слово миди, это вообще по базе можно ставить вард. Зачастую там в пабе юзают смоки на хай ПТС, но не знаю, как там на ПТС пониже, наверное, смоки не юзаются. В целом, если чувак захочет тебе завардить вард, он его всегда тебе заварит, там 2 в центре ставишь, просто девардишь. Можно приручиться, там ставить опс чуть-чуть в центр, там. Вот такой, например. Его тоже на хай ПТС всегда динает, так что на хай ПТС я почти опции не ставлю, если смока нет. Если ставлю, то пытаюсь ставить на вражеское, как я зачастую. Либо смотрю от матчапа. Если я там стою мили на мили, и такой матчап дроу, либо я чуть сильнее, я, в принципе, вард могу не ставить, мне он особо не нужен. Если я стою, наверное, на каком-то рендже, то всегда ставлю оп зачастую. Чтобы просто видеть врага и чтобы его где-то там тыкать или агрить, по базе. Если там про лоу ПТС пабы говорить, про руны, ты просто ставь себе вард сюда, куда-то сюда, не знаю, чтобы видеть руну. Вначале можешь ставить варды вот сюда, например. Такой идешь с мида, такой идешь, такой
и просто вот сюда чуть-чуть так обходишь, ставишь, оп, тут тебя не видно, просто туда ставишь вот так. Типа, по сути, это апсы я показываю, и ты вот так видишь руну, например. Вот, если за дайер, просто тут опять же зависит от того, если ты в смоке или нет. Если не в смоке, прям всегда надо покупать все опс еще пораньше, чем вражеский мидер. Там, если наступает ночь, даже закупаешь всегда опс днем. То есть вот все покупают опсы уже под 5-ю минуту, зачастую, если и покупают. Но тебе надо покупать раньше намного. Например, ты купил там опс не на 5-й, а на 4.20, 4.40. Ты покупаешь опс и просто где-то там законтролил воду, такой пошел, поставил. Все, у тебя есть уже вижен, тебе главное на самом деле вард. Даже если сломают где-то, это пофиг. Тебе главное, там, не знаю, увидеть, что как бы руна где, и законтролить ее. И все. Ну, какие-то вот такие вот места, по типу, не знаю, вот этого, такие углы. Максимально надо такие заебные углы выбирать, чтобы их тяжелее было девардить. Вот такие, например, опсы и т.д. их, ну, мне кажется, даже уже на лоу ПТС девардят, просто ставишь максимально в углы, и все, и ждешь. Повезло, с руной не повезло. Но главное докупать опс всегда до начала ночи. По-правильному до начала ночи покупать, и где-то успеть поставить, чтобы у тебя ночью уже был вижен. Если, например, говорить про какую-то такую более правильную игру, то там уже тяжелее ставить опсы, потому что их, по сути, всегда там раздевардят, даже такие. Вот, и ты можешь поставить куда-то опс, не знаю, вот, блядь, даже вот такой, просто максимально к тауру, чтобы просто был вижен какой-то, если тебя гангают. Если ты проиграл свою линию, зависит от того, если, например, у тебя был какой-то хороший матчап, и ты его проиграл, или 50-50, такое иногда бывает, в целом пофиг. Тебе надо понимать, что ты можешь как-то легко камбэкнуть там с леса, например, либо колить сапов под себя. Самое простое — просто не сделать линию еще хуже. То есть, если ты уже проиграл линию, тебе надо понимать, что тебе надо делать линию не хуже, чем она есть уже. То есть, если у тебя где-то что-то не пошло, тебя обыграли, это типа окей. Тебе надо просто понять, что чем ты можешь быть импактным, например. Где ты можешь себя заюзать, или тебе нужна какая-то хелпа. Лоу, ПТС это сложнее, на лоу ПТС ты всегда должен либо хорошо ставить свою линию, либо выигрывать ее. Если ты проигрываешь, я думаю, тебе там никто помогать не будет в целом. Просто можешь идти лес, главное тебе не перефиживать как бы вражеского мидера. Максимально сейвово играть и пытаться камбэкать там на других линиях, либо с леса зачастую. Поэтому я, когда про героев говорил, есть типа универсальные просто лесники по типу там шторма, не знаю, какой-то темпларки, maybe, да того же SF, можно, мне кажется, на любом герое на низком рейтинге можно выигрывать. Тут зависит от твоего предпочтения. Просто ходишь в лес и играешь на свой фарм, и все. Не фидишь. Главное не фидить. Вот то, что там вражеский герой динает крипов, там держит линию, да, это неприятно, надо понимать, что в целом он-то получает не так много. То есть да, он держит линию ТД, но ты если пойдешь фармить лес, тебе герои позволяют это. Но в целом у него будет больше нетворса, но главное, чтобы у него не было очень много нетворса, и все. Примерно по такой логике я, например, иногда, если у меня какая-то сложная линия, делаю так, чтобы она не стала сложнее, все. Всегда надо такого майндсета придерживаться. Ну, ты должен колить под себя сапов, и все. Чтобы помогали тебе с рунами, ну, просто ты там чела разъебал, сапы должны бежать по тебя, потому что у врага, например, ситуация хуже, меньше ресурсов, чтобы пришли на руну, либо, не знаю, ты там уже до 4-й минуты так хорошо вражеского мидера подъебал, что ты можешь сказать своему сапу. Ну, я, например, в ММах этим не занимаюсь, мне лень зачастую это говорить, чтобы кто-то вышел под руну, под воду, там, мне похуй. Типа. Я когда играю ММ, просто супер похуй играю. Но если в официалке, то всегда так, что я там спрашиваю, либо колю, условно говоря, уже на 3.40, 3.30 заранее, супер, ты уже говоришь. Если возможность, типа, выйти там под воду, это, там, условно говоря, подъебет вражеского мидера. В ММе, мне кажется, это тоже нормально может работать, даже на лоу ПТС. Мне кажется, если хорошо контактировать с людьми, то в целом, ну, я думаю, можно найти какой-то общий язык понимания. Ну и все, и просто дальше чела, и все, и колешь под себя героев. Самое простое, что может быть. Короче, про руны, про активки, в целом про воду. Всегда надо понимать, какая ситуация. Надо просто очень грамотно оценивать ситуацию. То есть, какие у врагов герои, ты должен понимать, как у тебя идет игра в целом. Можешь ли ты позволить себе выйти как бы на руну, например, законтролить ее. И зачастую тебе надо бежать под своего сапа, чтобы вы вдвоем контролили одну руну. Хорошо, когда два сапа выходят, но это не всегда может такое быть. Тебе поэтому, чтобы контролить руну, например, да, тебе надо поэтому покупать опс себе не ночью на 5-й минуте, а тебе нужно купить опс себе на 4.30 и уже принести, уже чтобы он стоял у тебя под руну и давал тебе вижен. Тогда в целом ты просто ждешь, где руна, если чувствуешь опасность, видишь сапа, просто не идешь туда и все, если ты один. Если бежит сап под руну, ты просто идешь с ним и все. И размениваетесь. Главное идти под сапа, я думаю, чтобы вы были вдвоем на одной руне, чтобы тебя там не разъебали на другой руне, где ты выйдешь один. Тоже зависит от того, как у тебя идет игра. Зачастую ты должен гангать под сильную линию, где у тебя сильные герои. Тебе надо очень хорошо оценивать ситуацию, я думаю, это самое важное. При игре на миде расценивать ресурсы свои и понимать, где ты можешь максимально заимпактить.
на какого героя тебе нужно сделать там, условно говоря, упор. Можешь, если там, не знаю, какой-то вражеский оффлейнер постоянно заходит за вышку и постоянно там, не знаю, скипает крипов. Ты такой говоришь своим типам, чтобы такой, го его там условно убьем, я подойду, и ты просто по речке легко бежишь на МС, типа убиваешь его. Вот, про ганги в целом, я считаю, что в ММе можно нахуй не гангать никогда, вообще похуй на это. Просто фармишь и все. И все. Как бы ты не руинишься, главное, если у тебя хорошая игра уже, ты себе просто игру должен не руинить, и все. Ты законтролил руну, ты уже смотришь, так, что там в топе происходит, в боте. Как быстрее ты оценишь ситуацию, где ты можешь заимпактить и надавить, чем, наверное, продуктивнее будет твой плей, и все, я думаю, самое простое. В целом, всегда надо нажимать ТП, когда твоего кэрри давят, либо оффлейнера прям за вышкой идут давят, ты всегда почти жмешь ТП первым, смотришь и заранее. Это должно быть уже у тебя, не знаю, как-то ты заранее должен это видеть. Что вот, не знаю, там видишь, пачка двойная идет. Ты все время смотришь, тебе надо все время смотреть на сайды, смотреть, где враг, там, говорить про инфу своего мидера. Всегда, короче, быть в моменте. То есть, ну, максимальный поток информации, чтобы ты выдавал. Вот, и ты смотришь, если там на твоих союзников идет дабл вейв, и ты видишь, что там враги прям бегут, ты можешь уже подумать о том, чтобы давайте, пацаны, байтить, условно, я тэпнусь. Либо наоборот, если у союзников идет дабл вейв, скаты, например, да, ты такой, ебать, пацаны, го, задавим. И еще потом заберем, например, руну экспы. Что тоже иногда ты можешь делать, если у тебя выпала руна. Твои, по сути, начальные объективы на мидере очень простые. Ты думаешь про ТП и про активки, плюс экспа. Где-то ты можешь на экспе подъебывать. Если тебе выпала руна на 6-й, тебе надо максимально, там, не знаю, запушить линию. Если ты чувствуешь, там, не знаю, ты играешь, самое простое, это когда ты играешь на МК, ты даже без руны, ты, имея арену, можешь просто прийти, да, у врагов и раскастовать эту арену и украсть руну. Это вроде такое незамысловатое, но это не часто как бы люди пользуются, и не только на МК. На, не знаю, там, на условном читаре ты можешь так сделать. Но на любом герое, если выпадет хорошая руна. Ну, в целом, в Mid Tower супер важный объектив. Мне кажется, сейчас в доте важнее всего, потому что ты, убивая Mid Tower, ты открываешь себе зону захода в лес, там, в тройку. То есть фри можешь заходить, смотреть там и т.д. Ну, если говорить так, всегда надо ломать, если есть возможность. То есть, опять же, тут зависит, какие у тебя герои и можешь ли ты это сделать. То есть под первую кату зачастую тяжело прям запрежерить, если ты не совсем в нулину как бы выиграл свою линию. То есть под первую кату ты просто впушиваешь пачку, как правильно, там, под шестую ты впушиваешь пачку и играешь руну. Желательно на героях, у которых есть нюки, то есть максимально заклирить пачку, и чтобы у тебя под руну еще были спылы. То есть это надо сделать не так, что ты на 5.50 вкинул нюк, а у тебя на руну нет нюка. То есть надо тоже это все обдумывать и понимать, что там, не знаю, мне надо запушить пачку так, чтобы у меня под руну были нюки. Либо не пушить пачку и просто бежать. Ты можешь колить до сапов под первую кату запрежерить, но у тебя должна быть ситуация, где ты прежеришь врага, и у тебя лучше ситуация. То есть даже под первую кату супер легко можно запрежерить врага, просто сдать какой-то момент. Максимально использовать ситуацию. Ты иногда можешь не только же под мид-кату приходить, ты можешь, не знаю, там забрать руну и прийти под кату в боте, например, либо в топе. Просто чувствовать, ты должен чувствовать, что тебе лучше всего сделать, как тебе лучше. Если ты чувствуешь, что в миде ты очень хорошо стоишь, у противника твоего намного хуже, чем у тебя, ты просто колешь под себя. Можем попрежить, условно говоря, мид. Даже снести там под первую кату мид хп 500-600, но это уже даст тебе типа, дофига импакта. В целом, плейстайл зависит от того, какой у тебя герой, в первую очередь. Если у тебя герой такой, я бы назвал АФК-фармер, из таких можно выделить, там, не знаю, снайпер, пускар, некая ланая, может быть, на инвокере, если ты играешь, какой-то, может быть, лешак. Там. Ты на этих героях зачастую тяжело прям сделать какой-то мув, куда-то бежать, ломиться у врагов, ну, это просто не нужно. Ты, если взял такого героя, ты должен понимать, что надо максимализировать свой фарм. Свой импакт, чтобы у тебя набирался быстрее нетворс. Ты просто впушиваешь линию, идешь, фармишь лес, стакаешь. По сути, мидгейм до 10 минуты это контрол рун и нажатие ТП от мидера. То есть это, по сути, ты контролишь руны там до 10 и смотришь, можешь ли ты где-то заимпактить. Играть в основном тебе нужно с апами, конечно. По большей части четверка или пятерка не роляет. Тут больше того, какие герои. Какие, наверное, положения у твоей команды. Условно говоря, если вы там выиграли сейфлейн, ты можешь стакнуться там с пятеркой, прийти туда и разъебать. Про смоки и т.д., если говорить, что такое более сложное. Но сейчас из-за того, что карта чуть, ну, как будто побольше стала, в целом смоки юзать иногда тяжело. Правильно. Я думаю, в пабе в целом смоки юзать, ну, редко когда нужно. Ты там юзаешь смоки только если видишь, что чел охуевает, его надо наказать где-то там на сайде, либо прийти под какого-то сильного героя, сломать вышку, если это нужно. Ну, самые критические ошибки на виду, это, наверное,
Вот когда игрок не понимает силу своего героя, не пользуется тем, что у него есть какие-то активки, у него есть какая-то начальная доминация над врагом, и он не додавливает его, то есть отпускает. До конца доигрывать каждый момент. Тебе выпала руна, у тебя есть возможность пойти фрикилы в топе сделать, либо убивать в миде, пушить мид, ты должен всегда этой возможностью пользоваться. Ну и, может быть, ошибки еще по вижену, зачастую, что очень глупые варды ставят люди. В целом надо больше о вижене думать, что у тебя вижен должен быть там до ночи уже стоять вижен в миде, чтобы ты всегда играл от вижена. То есть ты не идешь туда, где нет вижена. Ты зачастую идешь либо под сапа, либо под вард свой. Потому что, если ты идешь в другую зону, и она полностью темная, тебе, скорее всего, там убьют, ты заруинишься всю игру, и, короче, все хуево будет у тебя. В лейте, если ты играешь на каком-то шторме, паке, понимаешь, что у тебя герой очень хорошо скелятся в лейт, некоторые возьму как шторма, такую самую базу, у тебя герой сильный на лейнинге, сильный, условно говоря, early game, mid game и late game. И надо понимать силу своего героя в каждой, так сказать, в каждом промежутке игры. То есть, что тебе нужно для того, чтобы максимальный импакт. Не знаю, чувствуешь ты на шторме, что ты там эту игру, так сказать, разъебешь, но для этого тебе нужны какие-то шмотки, ты можешь спокойно как бы фармить и не торопить события, просто играть. Доту фармить, и главное не оверфорсить себя. В лейте, и у тебя должно быть, не знаю, разномеренно как-то ты должен играть, не рашить себя, просто сохранять спокойствие в игре и какой-то холодный расчет, и все. И от этого ты сможешь как бы правильные решения принимать. В целом ты должен понимать всегда по таргетам, какой у тебя стоит в первом месте. То есть если ты какой-то инициатор, по типу, не знаю, тени панга, в кого тебе лучше начать, либо как тебе начать файт. Уже как будто, когда уже подходит к лейтгейму, ты это все и так должен понимать, это должно к тебе приходить не просто в тупую в первого героя прыгать. Например, если у врагов там один контроль, или какие-то сапы ватные, которые много делают, да, ты, например, говоришь или для себя понимаешь, что ты будешь джампить только в них, и ни в кого другого, например. Если, например, ты играешь на каком-то Хускаре, МК, ты выиграл свою линию, ты должен пользоваться этим. Конечно, про Хускара у меня опыта не так много, он такой более средний. Вот. В принципе, на Хускаре ты всегда играешь от своих шмоток, как вообще на любом герое, ты играешь от армлета, потом смотришь, нужно ли тебе БКБ сия, просто ходишь, ломаешь внешние товара врагам. То есть ты выиграл мид, надо, чтобы, если ты играешь на МК Хускаре, на самом базированном, либо каком-то ДК, сильные очень лейнеры, в которых заебно стоять, особенно если фри матчап, ты просто говоришь, что играли по тебе, ломали первую вышку в миде, потому что ты самый сильный герой, и потом от этого вы уже можете саппортами передвигаться под сайды и наводить шороха там. И все. Если чувствуешь, что на Хускаре, чтобы тебе в эту игру зайти или на МК нужны БКБ, то фармишь АФК БКБ, не выебываешься, там пару плеев делаешь, смотришь, всегда играешь руны, что важно, на любом герое ты должен контролить руны, не забывать про них. Есть герои, на которых это более важно, есть на которых менее важно, но ты должен понимать, что у врага зачастую мидер тоже с нюками, которым руна много может сделать, и всегда надо играть руны и думать про них. Потому что они зачастую очень сильно могут, менять игру. Выпало там реген либо ДД, ты пошел, разъебал там чуваков на сайде, уже супер заимпактил. Про это вообще не забывать. Всегда играть руны, вплоть, не знаю, до 20 минут всегда думать про руны. Руна — это самый такой для мидера супер важный объектив, на который он должен играть всегда. И потом уже смотришь по игре. Играешь на Хускаре, фармишь тройку, выиграл мид, пошел там сломал топ-вышку, подрался на Торменторе, там, условно, и пошел там Рошана забрал. Какие-то такие базисы. Играешь на МК, выиграл мид, сломал мид, пошел там под сайт, подпрыгал, какой-то погангал там чуть-чуть, пошел пофармил. Главное, не забывать всегда фармить и не АФК стоять. Ну, еще есть таких каких-то базовых вещей. Не знаю, как про лоу-рейтинг, например, на хай-рейтинг зачастую можешь оставлять мид своему сапу. Например, если видишь, что у него игра плохая, твой герой может фармить лес, ты можешь сказать, видишь, там сап у тебя бомж, там ходит 3-го левела, 4-го. Жалко эту бедолагу, просто сидит, она бомжара бегает. Мне лично всегда глаза мусолят такие. Я ему говорю, иди фарми мид, я пойду лес, и все. То есть, и идешь в лес. Потому что у тебя тут компов много, в целом, да, можно быть очень жадным и сидеть, не давать никому фарм, мид, челы 0 импакт у тебя будет, и в целом, скорее всего, ты так не победишь. Зачастую ты оставляешь четверки, которые стакали тебе там тройку, в идеале, да. Либо, если даже не стакнул, ты видишь, что он обосранный бомж, просто оставляешь ему мид, идешь фармишь лес, играешь под руны. Если по тиру героев говорить, сейчас смейте, да, которые мне нравятся, я бы в тир S поставил, конечно же, Шторма. Будут очень эпичный герой. Да, для ММа всегда эпичный. Хорошо стоишь линию во многих героев. Даже если ты проиграл линию, хочешь фармить лес, что удобно. И тебе очень сложно законтестить. По игре, если у врагов нет контроля, просто чувствуешь себя фри, покупаешь соуренькую Сашу
и у тебя куча хп, куча урона, скейл бесконечный, early scale, mid-game scale и в лейте еще это очень сильно. Именно S бы добавил бы МК для себя, тоже нравится этот герой, достаточно удобный, тоже во многих героев хорошо стоит линия, опять же, если какие-то единичные случаи, какой-то Хускар к тебе придет, Батрайдер, там, Феникс, я не знаю, какие-то такие герои, то в них даже ты можешь стоять хорошо, кроме Хускара там, например. Так, Шторм МК в S, ну в S еще Фуриона я забыл добавить, да, Фурион супер удобный мидер, легко играть, ты почти любой лейнинг постоишь, и плюс у тебя всегда ульта ТП. Супер базировано, много урона. К нему можно еще, конечно, добавить какого-то Эмбера, но думаю, он больше как будто с Тини еще, Эмбер Тини, в целом Шейкер, вот эти троицы. Их можно добавить в А, я думаю, так если смотреть. Вот из что-то интересного, что можно попробовать, я думаю, где-то Сан Кинг может быть неплохой герой, тоже удобно очень играть. В целом там, если хотите на Сан Кинге где-то поиграть, можете посмотреть там реплей Малерина. Он играл на турнире даже против нас. В целом импакт чувствуется от героя. Не только он, еще кто-то пытался. Удобный герой для флекса в целом. Где-то в Б герои такие более ситуативные. Пусть это будет ОД. Он вроде и сильный герой, а вроде и нет. То есть ОД такая тонкая грань на ОД. То есть ты на нем должен хорошо стоять линию и очень сильно импактить еще при этом. То есть надо прям хорошо на нем играть. Рики мне нравится еще как герой. То есть такой нетривиальный чуть-чуть. Интересный, что уникальный в своем геймплее. Шард вот этот, диффуз. Очень может где-то подъебать каких-то саппортов. Если против вас играть какой-то Дазл, Висп, не знаю, там, Грим, Пугна. Какие-то такие саппорты, которые хотят кидать нюки на своих союзников, сейвить их. Просто пикаешь Рики на мид, конечно, не ферспик, желательно ласпик. К нему я добавлю спанга в Б тоже будет, ну, типа, окей. Ну, в Б можно еще добавить из прикольных Кунку, тоже такой хороший герой, может импактить. А все остальное в целом уже на вкус и цвет, как говорится. Какой-то Хускар, он может для кого-то быть и S, для кого-то Б. То есть уже по личным усмотрениям, скажем так. Какой-то Магнус, есть мид, тоже удобно играть. Кому-то нравится Клопа, SF. То есть все герои, их всех можно юзать, инвокер. То есть уже все зависит от твоего геймплея. Но если ты прям хочешь максимально научиться играть и апать ПТС, я думаю, просто должен играть на Шторме, Фурионе. Если ты задрот на МК и хорошо играешь, чувствуешь, еще и на МК можно играть. Но МК более сложный герой. Чисто по личным предпочтениям у меня я поставлю его в S. Ну, у каждого про игрока есть свои сигны, я думаю. Если ты хочешь научиться играть на каком-то герое, то всегда смотришь как бы его паттерны, что он делает, как он стоит линию, может замечаешь, как он ставит вижен, например. На что важно обращать внимание, если ты смотришь демки, сказать, про игроков, как он, например, стоит линию, как он блочит, как он прежит, на что он делает акцент. И вдруг он просто АФК харасит врага, или он больше делает акцент на крипов, если линия уже как-то плохо пошла. Ну и в целом тебе нужно всегда как бы тренироваться, много играть. Просто одним просмотром ты именно сам свой лейнинг, наверное, не прокачаешь. Понимание ты прокачаешь, может, какое-то, но это все опытом и игрой, так сказать. В каких-то моментах был, и т.д. Каждый матчап можно постоять там по-разному. Где-то у тебя пошло, где-то нет, но зачастую ты можешь всегда сделать так, чтобы у тебя было even. Если это не какие-то мертвые матчапы, если стоишь там в МК, Хускара, там, не знаю, какого-то Вайпера, какую-то грязюку прям полную. Вот, и просто смотришь. Ну, обращать внимание на то, как ставит вижен, как двигается, на что он делает упор. Наверное, как стоит первые пачки, пушит он линию, либо держит, как он реагрит, то есть вот такие какие-то мелочи смотришь, почему. Давайте разберем демку, которую я играл, тут недавно как раз играл с Филом. Плюс 400. Мы играли паб, не сказать, что там в целом нормальные игроки, там есть HyperTS, в целом люди, в целом такой обычный паблик, скажем так, ничего такого. Варлок не нажимал смог в начале. Вот в ММе, если смог не нажимать, я всегда пытаюсь поставить тавер, ну такой максимально, вард максимально такой. Я смотрю, где я могу поставить. В целом я стою против Фуриона чуть заебно стоять иногда бывает. Пенек очень сильный. То есть тебя где-то пробивает и неприятно. Вот поставил такой вард, но вижена, чуть-чуть under tower, потому что если где-то поставить в центре сюда, они заденут, где-то поставить в центре сюда, они заденут. То есть такой какой-то casual вард, он не прям дает вижен тебе на ХГ, но чуть-чуть совсем. Можно поставить чуть-чуть вот сюда, может где-то ближе сюда. Ну тут я просто, не знаю, так по кайфу так поставил и все. Иногда просто ставишь варды по кайфу, как чувствуешь. Тут чуть смотрю руну, в целом зависит от того, от матчапа, нужно тебе блочить или нет. В целом против Фуриона, может быть, и стоит поблочить. Вот я как бы просто с Филом играл, в целом нам как-то похуй. Вот я постопил тут, сделал акцент, чуть бью пенька, ну, пытаюсь забивать вортексом. Тут не получилось, точнее ремнантом. Просто кэшу максимально. Тут плохо откэсил в целом я, из-за того, что просто не бил рейнджа. Потому что, ну, являлось бы правильно. Вот я ремнант не добил. Такое иногда бывает, это подъемно, неприятно. Просто дальше пытаюсь как бы максимально ремнантами подбивать крипов. Тут просто чуть-чуть вот, запушил линию. Как я говорил, просто чуть пытаюсь подъебать. Где-то только попытался подъебать, там, заденайл, заебись, не заденайл, ну, плохо, типа.
Тут тоже такой, чуть стал крипа, попробовал мне. Прям очень много дэмэдж, 2 пинка. Просто ее пытаюсь максимально, ну, на свой фарм играть. Против Фуриона прям пытаться разъебать его я не буду пытаться тут. Просто буду, вот, вижу, что на меня идет 2 рейнджа, линия будет уже на меня пушиться. Я особо так опять пытаюсь чуть кейсить, он меня бьет. Но опять же, тычку не трачу, больше трачу на КС. Только нажал, побил, добил. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Фурион будет вам донать крипов, да и в целом, ну, герой такой. Главное играть на свой фарм, уже такая линия. Жду ботл, хорошо законтролил пинками руну. Ну и из-за того, что я похуже закейсил крипов вначале, ботл чуть поздно пришел. Но в целом не так плохо. Просто стою. Стою, пушу линию там, и просто фармлю. Просто фармлю. Тут я запушу скоро линию, когда у Фуриона там будет уже коррозия, если он себе ее купит, уже будет чуть тяжело стоять, он будет постоянно пробивать. Тут будет один тонкий момент, я прям в игре его помню. Вот, просто стою, добиваю ремнант, там пушу линию всегда, все. Тут рейндж опять идет, линия пушится на меня. Я просто жду, добиваю, все. Просто пытаюсь постоянно добивать ремнант. Самое базированное, и все. Фурион с левелом будет чуть-чуть, ну, заебно достаточно. Покупаю нулик, в целом не вижу смысла покупать стик, наверное, пофиг. Можно было купить стик. Вот тут я иду на руну. Что я тут сделал какую ошибку, даже если я играю на, ну, я уже для себя выяснил тоже, когда я играю на шторме, если против Фуриона, который постоянно бьет, нажимает спорты, лучше купить топор и не пожалеть, либо купить еще пачку танга. Я тут вообще просто на вайбе, ну, просто на как-то не в фокусе был. По сути, я просто чуть-чуть так ошибся этим стрейфом. Подумал, что он не будет меня доебывать. Типа такой спрятался, смотрю, он начал стрейф, думаю, так, там у него дохнут крипы, он пойдет типа им мешать. Но из-за того, что тут он хорошо сделал, вот, кстати, коррозию я пробил, до конца прям пробил, просто пришлось нажать ТП и въебать. Ну, из одного стрейфа чуть проебать ошибку. Мид почти проебал, то есть вот чуть некрасиво вышел. В принципе, по крипам, ну, так, even. Я по 5 левел, просто пушу линию и все, и просто жду. Жду 6-й. Тут он так очень сильно прежерит. Тут кто-то вроде маякнул. Тут я вард не покупался, потому что я с базы пришел. Кто-то маякнул, ВР-ка. Окей, я такой стою, жду. Тут они на меня нападают. Опять же, я умираю из-за того, что у меня просто нет топора, мне нечем как бы прорубить дерево. Ладно, в целом похуй. Нажали ТП, он топится на базу, у меня свой фарм есть. Надо понимать, что у меня есть ТП. Чуть-чуть пропушить. Я говорю, чтобы мне помог чуть-чуть саппорт. Просто апнуть чистой и пойти фармить лес. Просто фармишь лес, и все. Против Фуриона в целом надо было купить топор, и я думаю, ни разу он меня не смог вот так подъебать под спруты. Все, что он делал, это типа чуть-чуть подъебал меня под спруты. Все, у меня плохой нетфорс, в целом игра такая себе, я ее очень сильно усложнил себе. Ну, все очень просто, ты смотришь руны, контролишь, выпало, заебись, не выпало, нет. Чуть попробовали попрежерить, ну так, Вортекса нет, он будет на 7-м, нажал ТП, отошел. Покупаю арканы, ну я с виспом играю, просто купил арканы, в целом, чуть посмотрел, опять же. Из-за того, что ну, врагов нет контроля, в целом просто получилось убить. Из-за того, что у меня герой сильный, чуть на тоненького, ну нормально. Убили, все окей. Дальше смотрю, Фурион чуть поуебывался. Ну, смотрю, что у него стики, в целом он байтит, это понятно. Просто чуть тоже смотрю, и тут меня вроде чел. Нет, не пришлет. Все, тут стакнули, мид упадет. Ну, приятно, но в целом не кричит. Против Фуриона зачастую будет мид падать, у нас еще герои не прям хорошие, чтобы его убивать на начале. Почему Вортекс, купил капли, чисто против ульта фуры, где-то пауэршота. Дальше смотрю под мид, чуть никуда не двигаюсь, не руини всю игру, это фейр игра для шторма, и ты просто фармишь. У меня есть лопата, тебе надо просто нафармить шмотки и все. Тут чуть-чуть попробовал аппарата подъебать. Совсем чуть. Смотрю, там на сайде могу что-то сделать, вижу Андерлорд 6 левел. Если я буду где-то выебываться, ну, он может прилететь, так сказать, и чуть-чуть это наказать меня. Смотрю, окей. Смотрю. Что-то вроде аппарат нажмет спел где-то вот тут. Я такой его пытаюсь отогнать, он хорошо отзонил крипов, и в целом не получается. Вот я хочу как бы тут попробовать подъебать их, под эту кату, чуть попрежерить, потому что у них мало контроля, но вообще никак не получается. Мне опять пробили, но мне похуй. Просто ухожу фармить лес и все. Если на фарме, смотрю руны, хорошо Сладар растянулся, просто убили героя и все. Дальше просто фармим. И все. В принципе, на шторме супер примитивный геймплей. Ты фармишь лес, смотришь, и где ты можешь, так сказать, ну, заимпактить, и все. Взял руну, пошел фармить, профармили стаки. Играешь просто на свою кай, чтобы мана была. Нажали рела в топ. Но опять же, тут из-за того, что я, наверное, играю просто с виспом. Чуть-чуть не повезло, меня ультом убило. Прилетели мы. Так, ну тут все враги умерли. В целом, особо ничего я такого не делаю. Ты просто фармишь лес и смотришь. Для ММа это супер изи и достаточно. Особенно, если ты играешь на каком-то герое по типу шторма. Там ничего не надо делать. Все, тут резнусь. У меня будет Кая.
простепнуть мид и буду дальше мид пушить. И уже смотреть дальше, куда идти. Взял реген, зашел в тройку, просто даю вижен, выебываюсь на врагов, потому что у них мало контроля, только мне можно бить с какого-то шейкла и рора. Ну, очень тяжело подставиться. Тут они убили и без меня, так больше на сваге залетел, посмотреть немножко. Тут что-то бист как-то странно в мид пришел. Вижу это, просто сразу его пробиваю. Нажал рор. Ох, я выжил. Дальше играю с врагами. И в целом, ну, очень тяжело играть против шторма виспа. Очень много ресурсов. И по карте очень тяжело. Тут просто нажимаем рела в топ. И убиваем врагов. Ну, тут уже игра фри, то есть тут ГГ изи. Тут похуй, что будет происходить. Тут просто особо, ну, чтобы просто как бы понимание было, что для ММа, в принципе, много не надо. То есть ты просто фармишь лес и ищешь свои моменты, не руинишь себе игру. Тут еще удрафт, конечно, у нас справа. Ну, без шансов для врагов. Вот, и уже когда у меня появилась, ну, Кая Саша, просто убиваешь врага. Так, если бы я играл без виспа, да, то я бы, наверное, Губик там не покупал. Купил бы Соуринг и все. Со стиком, каплями, тебе маны хватает. Главное, ну, если из тиров, там, лопату себе постоянно на мидере берешь. Что еще важно, из нейтралки надо всегда брать лопату. Если есть лопата, бери лопату, даже не думай. Потому что это тебе очень важно, чтобы у тебя было куча ресурсов. Ну и тут уже все. Тут уже, когда шторм раскачивается, уже очень тяжело играть. Особенно под виспом, вообще без шансов. Просто уже будем выносить везде врагов и нихуя не сделать. Просто давим уже, ну и все. По сути, я себе нигде игру не заруинил, чуть на линии ошибся. Он меня смог пробить, где-то мид из-за этого потерял. Но в целом кардинально очень тяжело по игре играть на Фурионе в шторматом, если обобщенно говорить. Ну и тут все. Уже такой стомп, я просто везде летаю, везде убиваю, уже нихуя не сделал. Просто шторм, просто ласпик, просто как дела, и все. Для ММа как будто самый идеальный герой, чтобы апать себе ПТС. Ну, уже все. В принципе, смотреть тут особо дальше нечего. Такая игра. Тут я как бы не прям сказать, что старался, наверное, трайхардил, даже как-то повижен, ну, честно, как-то... Просто играл на таком полуавтомате, просто поиграть. То есть просто там покликать чуть-чуть, поиграть там с виспом, чуть-чуть на шторме. Нажимаем рело, просто убиваем и все. Как-то, ну, все очень просто, и тут уже ГГ. Не супер показательный реплей, не то, что враги там сильно играли, и пик у них был слабый. Но просто, наверное, самое понять в том, что у меня была сложная игра, но то, что я просто понимаю силу своего героя, где мне оказаться. То есть просто нафармишь свои шмотки, самые базовые, и от них играешь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой микрогайд. Я бы не сказал, что я тут рассказывал что-то очень сложное. И далее очень сложно прям все в, так сказать, какой-то микровидос записать. Тут больше уже для каждого свой индивидуальный подход нужен, если ты хочешь научиться играть на миду. Но если прям я бы под конец выделил, конечно, выбери себе героев, на которых ты хочешь играть, которые тебе нравятся. Главное, чтобы тебе нравилось играть на них. Если ты не любишь АФК фармить, не играй на героях, которых АФК фармят. Если любишь фармить крипов, играй на героях, которые любят фармить крипов, но делай это тоже с умом. Ставь вижен раньше врага, да и в целом, и, наверное, будет тебе какой-то твой успех. Всегда следи за картой, то есть ты как бы играешь один, условно, у тебя нет там никаких внешних факторов, которые тебя отвлекают, сидишь один на один, твои мысли свободны, в целом ты не коммуницируешь с командой особо, если про сайды говорить. Ты просто смотришь, постоянно смотришь, что происходит на сайдах, тебе надо уловить нить игры, что самое, наверное, важное для мидера, понимать, что тебе нужно сделать, где тебе важно оказаться. Это, наверное, приходит только с опытом, и все. Будешь что-то пробовать, будешь учиться на своих ошибках. Я думаю, это самое простое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видосов.